По окошкам капсулы. Да, это занятие ближайшее мы продолжаем. Все, что касается капсулы. И одни из основных источников энергии – это она. В данном случае мы будем рассматривать потоки. Порядка 10% жизненных сил, жизненной энергии дают они. Да, в прошлый раз мы также об этом говорили. Основные программы – 3 больших направления. Да, вот мы входим в какой-то процесс, неважно, работаем, общаемся, там, творим что-либо. Если у нас отношение к процессу позитивное, то мы получаем соответствующую энергию поддержки. Да, там, уважаем, благодарим, наслаждаемся. Если негативное, то кармические пилюли и прочие воспитательные процедуры. Поэтому отношение к процессу раз. Второе, вот саму деятельность человек принимает, что пока ты действуешь, ты живешь. Или ты лентяй, ты не мотивированный, духом падший. Да, тогда ты не хочешь действовать, тебя нужно воспитывать. Ты хочешь действовать, да, молодец, активность на максимум. И третье, чтобы действовать, что необходимо человеку? Необходима сила. Это сила. Основа силы – это энергия. Если он понимает это, включает свою силу на максимум, открывается к получению энергии с тонкого мира, то все хорошо. Если у него эти программы не работают, то соответствующие источники энергии просто-напросто отключены, да, с различными неприятностями. Несколько слов в целом и дальше по пунктам. То есть мы с вами рассмотрели, что внешняя система, дух и капсула в сумме процентов 30 жизненной энергии, основной энергии человека, они ему обеспечивают. Да, окошки капсулы порядка 10. Их 4 основных, и они распределены в основном по тем направлениям, которые мы говорили. Отношение к процессу, все в глазах, мотивация к деятельности и понимание, что такое сила, как она должна проявляться, какую роль в этом занимают да, высшие силы, тонкий мир. Мы это в 2 словах рассмотрим, соответственно, что нам нужно будет делать, как всегда. Анализировать, где там лишнее, где потоки перекрыты, лишнее убирать и приводить все к нормальному божескому виду. Когда вы находите максимальный прилив в энергии, это зачет. В данном случае 4 окошка. Да? Одно спереди, ведь человечек, смотрим сюда. Одно окошко спереди, второе сзади и справа, слева, да, вот, на уровне плеч или на уровне рук, да, потоки у нас заходят. В целом сама схема вот этих потоков выглядит каким образом? В данном случае здесь движение энергии не обозначено, но первоисточник – это различные силы, различные эгрегоры, да, в тонком мире. Да, неважно, там, чем-то мы, предположим, карьера. Да, мы подключаемся к каким-то силам, отвечающим за что в этом. То ли бизнес строим, то ли там где-то в институте, в университете преподаем. Да, мы подключаемся к тем силам, если подключаемся, да, если есть уважение. Да, если уважения нет, есть негатив, они говорят, такого барахла, извините, нам не надо. И они, наоборот, держись подальше. Да? Они защищают процесс, защищают себя от негативных воздействий. Если все хорошо, то человек подключается к первоисточнику, да, здесь поток идет, подключается к верху капсулы, вокруг духа, да, место духа, вот вокруг, это подключение к различным силам тонкого мира. А таких в данном случае точек подключения может быть много, но они в конечном итоге выходят и направляют энергию вот для 4 потоков. Да, точки подключения в данном случае обозначены вот, вокруг духа. И один поток идет по оболочке капсулы, более-менее жестко, фиксировано. Дальше доходит да, вот, поток. Первоисточник дает энергию, подключились. И вначале достаточно жесткие конструкции, жесткие крепления, трубы, которые вот замурованы, грубо говоря, да? Замурованы, закреплены. Жесткие крепления. Дальше мы идем к окошку. Окошко мы можем видеть, предположим, прокачки, когда проходили, да, мы смотрим на окошко, и мы мысленно задаем, какая нам энергия нужна, физиологическая там, или эфирная, или какая там. Да? Мы можем управлять мысленно качеством энергии. И, надеюсь, вы помните, да, по прокачкам говорили, от окошка уже идет рукав. Да, то есть система, которая управляема. Ее можно сжимать в трубочку, ее можно расширять
на какое-то там большее расстояние. Да, вот эти рукава, они уже управляемы мысленно, и мы можем благодаря этому направлять энергию туда, куда нам нужно. Окошко смотрим, да, даем заказ, какая нам нужна энергия, а уже мысленно управляя вот этими системами, там, управляемыми потоками там, или рукавами, мы подключаем энергию туда, куда она нам нужна. В стандартном рабочем режиме окошко и связанные с ним потоки. Первый, там, нумерация не столь важна, предположим, окошко спереди. В стандартном режиме мы входим в процесс, предположим, работаем или общаемся. Энергия идет на лицо, на грудную клеточку, на живот. По чакрам головы, вдоль позвоночника основную энергию будет давать центральный поток и широкий. Да, вот эти потоки, они больше воздействуют, скажем, не совсем так, но больше воздействуют извне, на лицо, грудь, да, на живот. То, что дает нам силу, то, что дает нам радость, там, на атман воздействие. На лице в идеале должна быть легкая улыбка, глаза должны в идеале сиять. Это вот один поток. Второй, тоже он управляемый, в нормальном состоянии. Вы что-то делаете, да, подключают энергию сзади. Затылок, ну и спина. Потоки справа и слева по-разному могут использоваться. То ли через них набирать энергию можно руками, то ли они просто опускаются к плечам и через плечи идут. Скажем, поток справа, да, идет по правой половинке тела, да, туловище по ноге, слева по левой половинке тела, туловище и нога. Опять же, если мы открыты к этим процессам, да, мы открыты, мы заинтересованы, мы в идеале этим управляем. Тогда мы можем этой энергией воспользоваться на максимум. Хотя в ряде случаев, если человек вот хорошо наработал соответствующие качества, но многие там успешные люди, лидеры, вот он любит общаться, любит выступать и так далее, вот для него работа этих потоков, она естественна. Он, может быть, не одно воплощение тренировался вот этой деятельности. Ну, собственно, многие процессы идут естественно. Когда мы понимаем, как это работает на энергетическом уровне, и обучаемся этому в медитации, учимся управлять этими системами осознанно, это дает нам дополнительные возможности. Это ускоряет процесс обучения. Ну, дальше за что, собственно, эти потоки отвечают? В основном, то, что мы с вами рассмотрели в силовых упражнениях, отношение к процессу — это потоки спереди. Да? Жажда действовать, в идеале действовать. Я люблю активность, да, я люблю, что все гудело, кипело, там жизнь вращалась вокруг вас. Да, это вот потоки сзади. Сила и отношение к высшим силам, да, кто является источником энергии, и вы их уважаете, вы их благодарите, это потоки в основном боковые. Поехали дальше. К чему нам нужно идти? Идеал, нам нужно вывести энергию на максимум. Ну, там, одно из таких заблуждений, что я сначала получу приз, да, потом буду верить, что это возможно, буду радоваться жизни, благодарить богов, все остальное прочее. Как правило, никогда ты этот приз не получишь. Да, потому что, чтобы получить приз, ты должен вырасти. Да, ты должен вырасти умом, должен вырасти силой, энергией. Как ты можешь вырасти? Только если ты включаешь позитивное состояние, позитивное отношение. Поэтому по любому процессу, ну, минимум, да, когда человек решит эту задачу, то есть какая задача? Максимум энергии. Минимум ты будешь счастлив, ты будешь там, меньше болеть, у тебя будет больше силы, энергии, минимум. Но другая сторона медали, ты вообще получаешь возможность расти. Да, потому что если нет позитивного отношения, ой, что-то хорошее, пообрадовался, ой, что-то плохое, расстроился. Да, чуть-чуть оболочки распрямились, сжались, распрямились, сжались, распрямились, сжались. И человек, он сильнее не становится. Да, у него энергия не растет, он вверх не поднимается, у него, по большому счету, прав на призы больше не становится. А вот чтобы росли его права, вот он должен ощущение там, силы, веры, уверенности, воодушевления, там, вот все составляющие души у него должны расти. А для этого должна быть включена программа роста.
в основе программы роста лежит что? Мне нужна сила, мне нужно классное состояние, вот ощущения радости, там, наполненности и так далее, они должны расти. Вот они должны расти. Да? Поэтому цель — вывести энергию на максимум. Где? В каждом процессе. Там, бегать по утрам, общаться с людьми, ходить на работу, приходить на занятия. Вот каждый из этих процессов в идеале. Вот сама цель, она состоит там, из множества задач. К цели в целом, по каждой задаче, по каждому процессу, каждый кусочек вашей жизни, да, Лев, улыбнитесь. Я хочу, да, правильно, человек ставит перед собой цель. Я хочу, чтобы это давало максимум энергии. Максимум энергии — это зачет. И задача вот именно на практике, да, вот получить, проверить и получить в идеале максимальный результат, что энергия вот классная. Большое спасибо, Михаил Юрьевич. Конечно, это здорово, что мы все-таки не тело, а энергия, потому что, ну, реально вот с каждым днем, наверное, приходят такие примеры, когда ты понимаешь, что лучше все-таки быть энергией, чем телом. И благодарю за понимание, как энергию получать, благодаря чему ты ее получаешь, то чему вы нас учите, что является приоритетом, потому что реально энергия — это жизнь. Спасибо. Уважаемые господа, всего доброго, до свидания, успехов и до встречи. Спасибо.